Любовь человечества к драгоценным камням – удивительный феномен. Драгоценные камни ценились выше специй, выше золота, выше всего на свете. Их выменивали на жизнь, на карьеру, на политическую помощь. Их дарили и воровали. Ради них было совершено не одно убийство. Они считались целебными предметами, которые спасали жизнь королям. Они считались проклятием, которое обрекало королей на гибель. В мире драгоценных камней есть свои звезды и легенды. Сегодня поговорим о них и о легендах, которые с ними связаны. Начнем с главного. Король среди драгоценных камней – это, безусловно, алмаз, а король среди алмазов – знаменитый британский алмаз Кохинор. Кохинор в переводе с персидского значит «гора света». Это один из самых известных алмазов в истории человечества. Весом 105 карат, то есть больше 20 граммов. Но так знаменит он не размером. Есть ведь и гораздо более крупные камни. Например, алмаз Кулинан, который в 5 раз больше. Кохинор же известен в основном своей долгой историей, в которой смешались власть и кровь. Кохинор – символ власти и могущества Индии. По легенде, камень нашли в местности Малва. Нашли 3 сына делийского султана Ала-ад-Дина. После смерти отца в 1316 году они отправились в путешествие по его владениям. В горах их застал ливень. Спрятавшись в пещеру, братья внезапно увидели яркий свет от гигантского алмаза. Они заспорили о том, кому он должен принадлежать, и стали молиться богам. Старший молился Вишну, средний – Брахме, а младший – богу-разрушителю Шиве. Шива отозвался на молитву и пустил в камень молнию, которая расколола гигантский алмаз на 3 куска, каждый из которых превышал 700 карат. Кохинор был одним из этих 3 обломков. Братья забрали их и отвезли в Дели. Но, видимо, молния Шивы была непростой. Сразу по их возвращению в город там начались эпидемии, голод и природные катаклизмы. Чтобы умилостивить Шиву, братья поставили в городе его гигантскую статую, глаза которой сделали из 2 самых больших осколков алмаза, после чего все бедствия тут же прекратились. 3-й камень 200 лет спокойно сиял в короне потомков Ала-ад-Дина, которые верили, что пока они владеют этим камнем, сила их дома нерушима. Но в 1526 году в Индию вторглись войска Хумаюна. Это внук Тамерлана и будущий основатель династии Великих Моголов. Он разбил индийцев, убил их раджу и захватил в плен всю их семью, намереваясь убить мальчиков-наследников, а девочек сделать рабынями. Пытаясь умилостивить победителя, жена раджи вручила Хумаюну все сокровища короны, в том числе алмаз Кохинор. Хумаюн знал, что Кохинор считают символом власти, и поверил, что магическая сила алмаза укрепит позиции моголов в Индии. Он отпустил семью убитого, а алмаз стал носить сам. Потом Кохинор переместили на фамильную драгоценность великих моголов – павлиний трон, сделанный из золота. Как и султаны Дели, моголы верили, что пока гора света держится на троне, династии ничего не угрожает. Но алмаз этот обладал коварным характером. В 1739 году он выпал из своего гнезда на павлиньем троне. Тогда же персы перешли границы империи моголов и двинулись к столице, сметая все на своем пути. Могольский шах, веря, что алмаз – это залог власти над Индией, спрятал его в своем тюрбане. Но персидский шах разгадал его хитрость и на Перу предложил ему в знак мира между народами обменяться тюрбанами. Так Кохинор покинул великих моголов, а их династия распалась. При персах камень был вывезен из Индии в Афганистан, где его хозяин Ахмад-шах захватил власть и основал свою династию. В течение всего XVIII века его внуки и племянники боролись за власть, а Кохинор переходил из рук в руки. Его прятали, за него пытали, ослепляли, пока, наконец, он снова не попал в руки индийцу Раджит Сингху, также известному как Лев Пенджаба. Удивительно, но потеря Кохинора совпала с резким усилением в Индии британской власти. Раджит Сингх мечтал свергнуть англичан. Он не мог поверить своему счастью, когда камень оказался у него. Но, проанализировав 500-летнюю историю Кохинора, полную предательств, крови, убийств, Сингх пришел к выводу, что энергия разрушений, которую камень получил, когда разбился от молнии Шивы,
500 лет назад, все еще сильна. Он захотел вернуть камень в храм Шивы, но не успел, умер. После его смерти Индия погрузилась в анархию, а Кохинор был утерян. Его случайно нашел британский губернатор Пенджаба, вывез в Лондон и преподнес королеве Виктории. С тех пор кровавый алмаз Индии украшает корону британских королей. Чтобы смирить его нрав, его подвергли новой огранке, стесав при этом почти 90 карат. Видимо, это помогло. В Великобритании с тех пор дворцовых переворотов не было. Конечно, ни Кохинор, ни другие легендарные камни этого уровня сегодня продаже не подлежат. Но существуют другие возможности, чтобы инвестировать в драгоценные камни. Для этого идеально подойдут украшения от Muse Diamonds из коллекции Royal. В этом году ювелирному дому исполняется 105 лет, и за более чем вековую историю он выстроил полный цикл производства – от разработки месторождений до создания готовых ювелирных шедевров. Поэтому качеству камней здесь точно можно доверять. В коллекции Royal собраны цветные короли рынка – изумруды, рубины, сапфиры, редкие турмалины Параиба и списартины. Месторождения этих камней истощаются, что с каждым годом делает их все реже и все ценнее. Также в коллекции Royal представлены украшения с редкими фантазийными желтыми бриллиантами, которые тоже пользуются высоким спросом. В этих камнях очень важна чистота и натуральность цвета, поэтому шанс найти настоящий желтый бриллиант 1 к 10 тысячам. Цветовая гамма такого самоцвета варьируется от оттенка шампань до насыщенного желтого. Дизайн украшений в коллекции Royal ювелирного дома Muse Diamonds продумывают, исходя от самого камня. Именно он задает форму и образ будущего изделия. В отличие от классического подхода, где камни подбираются под готовую идею. Также к каждому камню прилагается официальный сертификат. Чтобы изучить всю коллекцию и выбрать лот на свой вкус, переходите по ссылке в описании. Если Кохинор, самый древний из знаменитых алмазов, нашли в Индии, то самый большой алмаз обнаружили в Африке. Это произошло не так давно по историческим меркам, 26 января 1905 года. Нашел его обычный горный инспектор по имени Фредерик Уэллс. Он совершал рутинный обход одной из южноафриканских шахт, которая успела проработать до этого всего 2 года. Уэллс уже собирался уходить, когда его внимание привлек странный блеск. Он спустился в шахту и ножом достал из песка и земли гигантский алмаз. Когда его доставили в лабораторию, оказалось, что вес его больше 3000 карат. Алмаз назвали Кулинан в честь владельца шахты, алмазного магната Томаса Кулинана. Власти южноафриканской провинции Трансвааль преподнесли камень в подарок королю Британии Эдуарду VII. Король приказал огранить камень. Ювелиры нашли в нем трещины, которые не позволяли сделать из него идеальный гигантский бриллиант. Амстердамский ювелир Йозеф Ашер несколько месяцев осматривал алмаз. Его задачей было найти одну единственную точку, ударив в которую можно было бы разбить камень по трещинам с минимальными потерями. В 1908 году в офисе гранильной компании Ашера собрались главные ювелиры Европы. В полной тишине Ашер приставил стамеску к самому большому алмазу в истории человечества. Он ударил по ней молотком и тут же упал, потеряв сознание от волнения. Но расчет оказался верным. Из Кулинана получилось 2 очень крупных монолитных блока, 7 средних и около 100 мельчайших осколков чистейшего голубовато-белого оттенка. 2 самых крупных бриллианта называются Кулинан-1 и Кулинан-2. Первый весит 530 карат. Ему при огранке придали грушевидную форму. До 1990 года он был самым большим бриллиантом в мире, а сейчас считается самым большим в категории D, то есть среди чистейших, полностью без цвета. Его младший брат весит 320 карат. Он получил классическую огранку кушон. Оба камня вмонтированы в корону британской
Британской империи. Кстати, шахта Кулинан, родина невероятного камня, продолжает приносить миру невероятные алмазы. За все время ее работы здесь было добыто более 750 алмазов весом более 100 карат и около четверти всех известных алмазов весом больше 400 карат. А еще здесь добывается большинство голубых бриллиантов в мире. У британских монархов, как вы уже вероятно поняли, особое отношение с исключительными драгоценными камнями. На парадных фотографиях Елизаветы II и ее сына Карла III в глаза обычно бросается один кроваво-красный камень, расположенный в передней части короны. Это легендарный рубин Черного принца. Хотя на самом деле это не рубин, а полированный кристалл красной благородной шпинели. Рубин и шпинель похожи внешне, но отличаются по химическому составу. Для простоты и ясности в этой истории мы будем называть этот камень так, как принято. Рубин Черного принца. Это крупный камень весом 170 карат, просверленный по центру. История его загадочна. Уже Шекспир в своей пьесе «Генрих VIII» упоминал сломанный рубин на короне монарха, из-за чего часть исследователей считает, что это был именно рубин Черного принца. Может быть, хотя не факт. Во время английской революции королевские короны были разобраны, а камни из них перемешаны и частично утрачены. Зато с названием все гораздо проще. Черным принцем британские историки звали сына короля Эдуарда III. То ли за жестокость на поле боя, то ли за черный цвет мантии и доспехов, в которых он часто изображался в рукописях того времени. По легенде, камень попал к Черному принцу от испанского монарха Дона Педро Жестокого, а к Педро от эмира Гранады Мухаммада VI. Гранада — это сейчас Испания, но в средние века она была большим мусульманским государством, последним мусульманским государством на территории Европы и очень богатым. Естественно, католическая Испания и исламская Гранада воевали. Мухаммад VI, которого за рыжие волосы звали еще Красным эмиром, хотел закончить гранадо-испанский конфликт. В 1362 году он явился к Дону Педро с богатыми дарами, в числе которых, согласно легенде, был и этот огромный рубин. Но Дона Педро не зря звали жестоким. Увидев сокровища, он решил не прекращать войну, а просто убить рыжего эмира и взять все себе. Как говорится, потому что мог. Но скоро карма настигла жестокого монарха. Его изгнал его единокровный брат. Педро бежал в Аквитанию, которая в те времена принадлежала англичанам, и там попросил помощи у Черного принца. Конечно, не бесплатно. В ход пошли драгоценности убитого эмира, в том числе знаменитый рубин. Принц согласился, но для уверенности подписал на это дело еще и короля Наварры, Карла II по прозвищу Злой. К сожалению, эта прекрасная команда, Жестокий, Злой и Черный принц, долго не просуществовала, потому что у Педро банально закончились деньги. Кроваво-красный рубин остался у англичан, приспособивших его на королевскую корону. Вскоре он сыграл важную роль. В 1415 году в битве при Азинкуре во время Столетней войны от камня отскочил топор, которым французы ударили английского короля Генриха V по голове. В 1639 после революции Оливер Кромвель продал этот камень вместе со всеми драгоценностями короны, но камень в итоге спасли и вернули в страну вместе с монархией. Если английские короли носили красный камень, то вот французы предпочитали голубой. Его так и звали – голубой француз. Это был большой голубой бриллиант в форме сердца весом 67,1 карата. Алмаз, из которого его получили, привез во Францию из Индии коммерсант Жан-Батист Тавернье в 1650 году. Во Франции великолепный алмаз распилили, крупнейший его кусок стал голубым французом, а другой, более мелкий, попал в Россию и был вставлен в кольцо императрицы Марии Федоровны, жены Павла I. Есть легенда, что Тавернье вытащил алмаз из статуи богини Ситы и этим навлек проклятие и на себя, и на всех будущих владельцев камня. Продав алмаз во Франции, он вскоре обанкротился и бежал в Россию, где через несколько лет умер в нищете. В 1691 году бриллиант перешел к любовнице Людовика XIV, мадам де Монтеспан. Она 10 лет была главной фавориткой французского короля, но после получения камня стала болеть, толстеть, на нее накатила депрессия, а король солнца охладел к ней. В конце концов, она переехала в монастырь, где следующие 15 лет занималась замаливанием грехов, а камень остался в Лувре и был на всякий случай заперт в ящик. В 1715 году Людовик XIV по случаю приезда персидского шаха открыл ящик, чтобы показать тому свой бриллиант. Через несколько месяцев после этого король солнца умер.
умер, и все окончательно убедились, что бриллиант проклят. Поэтому следующий французский монарх велел держать его под замком. И все было бы хорошо, если бы в 1774 году Мария Антуанетта, жена короля Людовика XVI, не плюнула на предрассудки и не достала бы бриллиант из-под замка. Все мы знаем, что случилось дальше. И она, и муж ее лишились головы на гильотине во время Великой Французской революции. На этом история камня вроде бы оборвалась, но в 1839 году появилась новая драгоценность – алмаз Хоупа, названный так по фамилии владельца Генри Филиппа Хоупа, наследника династии банкиров и страстного коллекционера. Редкий по чистоте и размеру бриллиант сразу вызвал у экспертов подозрения, а позже появились и доказательства. Это был переограненный голубой француз. В 2005 году в архивах Парижского национального музея естественной истории была обнаружена трехмерная свинцовая модель голубого француза. Многие детали там совпали с характерными особенностями алмаза Хоупа. Эксперименты подтвердили, что Хоупу достался именно голубой француз, который варварски переогранили и продали. В новой версии он никаких несчастий своим владельцам уже не приносил. Возможно, сработала огранка, но, скорее всего, проклятие камней в 20 веке просто перестали работать. Ориентироваться тут можно на британскую монархию. Пока она стоит, драгоценные камни можно коллекционировать без опаски.